Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть». 16 лет правления Меркель в Германии уходит в прошлое. Скорее всего, при коалиции СДПГ и Зеленых в Германии появится новый канцлер. И, скорее всего, это будет Олаф Шольц. И вы спросите меня, при чем здесь Китай? Ведь Олаф Шольц во время своих предвыборных дебатов, во время своих заявлений ни слова не сказал о Китае. И действительно это очень странно, потому что я не знаю в Европе другого такого политика с такими разветвленными, глубокими и объемными связями с Китаем. И действительно это очень странно, почему Олаф Шольц ничего не сказал о своих китайских связях. Ну, а в политике, конечно, как мы знаем, самое главное то, о чем молчат, а не то, о чем говорят. Хотя говорили очень много о Соединенных Штатах, о Северном потоке. Ну, одно дело это разветвленные связи Олафа Шольца, а другое дело это то, что он в 2014 году, будучи на посту бургомистра Гамбурга, во время встречи премьер-министра Ликотяна, заявил, что Гамбург без Китая не обойдется. Гамбург – это китайская столица Европы. Ну а перед тем, как рассказывать о том, что сделает вместе с китайцами господин Шольц, как отразится это на России, ну и не только на России, я думаю, и на глобальных процессах это тоже отразится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, это способствует продвижению канала. Репостите видео в своих социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме. Ну и подписывайтесь на мой Телеграм-канал, где много информации о Китае в глобальном пространстве, оперативной и актуальной. Да, действительно, в 2014 году Олаф Шольц в присутствии Ликотяна заявил, что Гамбург – это китайская столица Европы. Ну, и это правда. 2/3 грузооборота Гамбургского порта – это китайские грузы. Ну, по странному стечению обстоятельств, неделю назад Коска Шиппинг приобрела 35% доли в Гамбургском порту. То есть теперь китайцы – это совладельцы Гамбургского порта. Гамбург – это китайская столица Европы. И бургомистр Гамбурга – это человек, который тесно связан с Китаем. Но не только с Китаем, но и с глобальным движением определенного характера. Связи Олафа Шольца явно не начались в 2014 году с Китаем. Олаф Шольц, как и Герхард Шредер, как и Хайко Маас, это выходцы из руководящего состава Юзоса. Это молодежная организация СДПГ. Ну, на китайские деньги это немецкий комсомол. Они руководили комсомолом, но Олаф Шольц это самый высокопоставленный из руководителей немецкого молодежного социалистического движения. Он не только его возглавлял, но он был еще и заместителем главы Международной федерации социалистических сообществ всего мира. То есть с тех пор его связи носят глобальный характер. И я вам сейчас покажу на китайском примере, как это выглядит. В 2011 году Олаф Шольц становится бургомистром Гамбурга. Да, Гамбург – это очень серьезная федеральная земля, один из 3 самых таких влиятельных региональных центров. Ну, что-то типа города прямого подчинения в Китае, либо федерального значения в России. Но, тем не менее, в 2011 году он в этом качестве прибывает в Китай по поводу посещения своего города-побратима Шанхая. У Гамбурга это побратим Шанхай. Шанхай же побратим Санкт-Петербурга, а Санкт-Петербург побратим и Шанхая, и Гамбурга. Это тоже повод для того, чтобы на эту тему поразмышлять. Прибывает и встречается не с кем-нибудь, а с вице-премьером Чжан Дэцзяном. Впоследствии это глава китайского парламента, комсомольский лидер, который дорос до 3-го человека в руководстве Китая в первый срок Си Цзиньпина. Чжан Дэцзян не единственный политик, которым встречается Шольц. Также это выдающийся комсомольский лидер китайский, также вице-премьер Лю Юаньдун, который курирует социальный блок, в том числе спорт. Также Шольц встречается с лидером тензийской группы комсомола, тоже руководителем комсомола в свое время, профсоюзов и так далее, Ван Цзяжуэем. Это очень одиозная фигура, с ним связаны взрывы 2015 года тензинские. Об этом всем подробно написано в книге. И дальше Шольц направляется в Шанхай, город-побратим Гамбурга, где встречается с Юй Джиншеном, тоже будущим членом Политбюро.
а также с Ханьчженом, нынешним первым или постоянным вице-премьером, заместителем Ли Кэтяна, тоже бывшим в свою бытность лидером горкома комсомола Шанхая, ну а потом поднявшимся резко вверх. Впоследствии каждый год Шольц посещает Китай, у него очень объемные связи. В 2014 году он хвастается, как он завернул визит премьер-министра Ли Кэтяна в Гамбург, где свои выдающиеся речи о том, что Гамбург – это столица, китайская столица Европы, произнес. Ну и Ли Кэтян, все, кто постоянно читает мои книги, смотрит ролик и так далее, это один из лидеров китайского комсомола, комсомольской группировки, бывший первый секретарь Китайского союза коммунистической молодежи. Ну и не последнюю роль это сыграло в визите в Гамбург, хотя Шольц такой своей немецкой непосредственностью хвастался, что он подключил все свои связи, простой бургомистр, для того, чтобы в Гамбург приехал Ли Кэтян и совершил там свою остановку, а не только в Берлине он побывал. На этом связи Шольца не исчерпываются. В 2015 году он снова на федеральном уровне встречается с еще одним заместителем министра иностранных дел Чен Гупином. Он встречается с замглавы управления спорта, государственного управления спорта Лю Пеном, тоже по странному стечению обстоятельств, бывшим главой обкома комсомола Сычуаня. Опять какие-то комсомольцы, они чего-то, так их много, что они мне постоянно везде мерещатся. Ну, так много совпадений, ну что делать? Приходится смириться с этим. В дальнейшем, ну и странно было бы, чтобы у Юзаса, у немецкого комсомола не было бы связи с китайским. В дальнейшем он встречается с главой, тогдашней замглавы китайской гражданской авиации Ли Цзясяном. Вопросы, которые обсуждает Шольц, явно носят даже не гамбургско-шанхайский характер, и не федеральный характер, не центральный, а характер глобального, носит глобальный характер. Такая масштабность связей, она не случайна. Вернемся к другим руководителям Юзаса, Герхарду Шредеру и Хайко Маасу. Шредер, бытность свою еще молодым участником Юзаса, посетил Китай коммунистический, установил тогда связи в том числе общался с высокопоставленными лидерами шанхайской группы, и по странному стечению обстоятельств, именно когда Шредер стал канцлером Германии в 1998-2005 году, Volkswagen, в состав совета директоров, в который он входил, он становится самым крупным экспортером и производителем иностранных зарубежных авто в Китае. Ну и завод, конечно, находится неподалеку от Шанхая. Наверное, тоже совпадение, да. То же самое происходит сейчас, судя по всему, происходило все эти 10 лет с Шольцем, только на очень высоком уровне. Речь, скорее всего, идет не о простых экономических интересах Гамбурга или Германии, а речь идет о том, что Шольц, скорее всего, ставит перед собой задачу вытеснения, точнее замещения Соединенных Штатов в качестве глобального лидера западного мира. Об этом я в многих интервью говорил. Есть тренд на потерю лидерства со стороны Соединенных Штатов. И очень вероятно, что замещением будет заниматься именно Германия. Ну и такой выдающийся деятель глобального социал-демократического движения, как Олаф Шольц, прекрасно подходит на эту роль. И не последнюю роль в этом играет сам Китай и китайская социал-демократия, которая себя представляет комсомол. Но, тем не менее, мы будем за этим наблюдать. Связи Олафа Шольца на этом не кончаются. Продолжает ездить в Китай. Кстати говоря, он знаком еще и с Лю Хэ, который возглавляет финансовый блок, тоже вице-премьер китайский, и он знаком с Дин Сюэсяном. Это тоже выходец из Шанхая, выходец из комсомольских структур Шанхая. Ныне он глава аппарата Си Цзиньпина в качестве председателя КНР, Генсека, КПК. То есть это человек, который фактически имеет в ящике стола факсимиле Си Цзиньпина и может наложить подпись вместо него. Вот такая вот разветвленная, это то, что известно из прессы, система связи Олафа Шольца, который не проронил ни слова по поводу своих отношений к Китаю. И особенно это странно, учитывая, что Китай уже много лет является главным экономическим партнером Германии. В отличие от Соединенных Штатов, Германии товарооборот с Китаем 253 миллиарда долларов. Это в 1,5 раза больше, чем российско-китайский оборот, или почти в 2 раза больше. И это в 1,5 раза больше, чем американо-германский товарооборот, который составит 173 миллиарда долларов.
2020 год стал годом переломным для Европы. Китай заместил Соединенные Штаты в качестве основного партнера Евросоюза в торговле. И мы понимаем, что Олаф Шольц, судя по всему, ставит на Китай очень делает большую ставку в плане высвобождения от американского контроля. Ну и не только на Китай, но и на других своих более близких соседей. О чем идет речь и что это подтверждает? Действительно, сегодня Олаф Шольц сделал свое первое заявление, что он хочет сделать на посту канцлера Германии. Он, внимание, хочет сделать Евросоюз независимым, суверенным, сильным. О чем идет речь? Он хочет освободиться от американского влияния с помощью своих лучших друзей в России и в Китае. Но специфика друзей Олафа Шольца в Китае я уже изложил, она, я думаю, достаточно понятна. Что будет еще происходить, кроме как опора на Китай во внешней политике? Предшественники Олафа Шольца, Меркель была крайне агрессивно настроена к Китаю, Германия была агрессивно настроена к Китайской Народной Республике. Делались разные заявления по правам человека, а вот потенциальная преемница, о которой так много говорили, фамилия которой, извините, я не смогу произнести, министр обороны, я помню только, что ее зовут Аннет, дальше, извините, не помню, слишком длинная, долгая фамилия, она дошла до того, что отправила корабль ВМС ФРГ, военный корабль в воды Южно-Китайского моря, и китайцы отказали даже в дозаправке в порту Шанхая этому кораблю. То есть вот до чего дошли. И были заявления о том, что Германия должна готовиться отражать агрессию Китая. Очевидно, что при Олафе Шольце, хотя зеленые могут очень сильно подпортить ему жизнь, но не обязательно, потому что Герхард Шредер спокойно существовал в коалиции с зелеными и спокойно развивал связи с Россией, с Китаем и так далее. Но, тем не менее, очевидно, что уже от таких действий Германия воздержится. И, скорее всего, может произойти очень забавный парадокс, когда, так же, как при Шредере был Йошка Фишер, министр иностранных дел, здесь может быть тоже зеленый министр иностранных дел, он может плеваться в Китай кислотой, при этом экономические отношения с Китаем будут развиваться, а Германия фактически встанет на практически близкие к Франции позиции в отношении НАТО, то есть фактически при остановке сотрудничества. Это будет очень сильный удар по Соединенным Штатам. И учитывая ту цивилизационную внутривидовую борьбу, это будет очень острое противостояние между одним скрытым социалистом, Джозефом Байденом, не совсем социалист, социалисты бывают разные, леваком таким, скажем, и открытым социалистом, социал-демократом Олафом Шольцем, который будет в том числе помогать китайской социал-демократии в лице комсомола. С Си Цзиньпином встреча была единственная в 2017 году у Олафа Шольца. Забавные очень фотографии в сети, кому интересно, погуглите. Желание Си Цзиньпина перетянуть Олафа Шольца, немножко подразнить своих конкурентов, лучших друзей из комсомола. Но я думаю, что Олаф Шольц это не человек, который будет выстраивать с Си Цзиньпином отношения. Хотя, конечно, в ближайшее время он на встрече G20 в Риме, конечно, он с ним встретится и какие-нибудь интересные заявления внешнеполитического характера он сделает. Что еще произойдет в Германии? Германия однозначно откажется от технологической блокады Китая. Германия, скорее всего, захочет поучаствовать в перестройке китайских научных технологических школ на немецкий лад и заместить там технологии Соединенных Штатов. И, скорее всего, это будет касаться провинции Шаньдун, провинции Цзянсу, Шанхайского региона. Это традиционные германские связи с этими регионами развиты. Хотя нужно смотреть больше географию с ДПГ. Если, кстати, вам интересно углубление этой темы, ставьте лайк. Если будет много лайков, 5 или выше 5000, 10 тысяч лайков, я обязательно сниму что-нибудь еще про китайско-германские связи. Китай уже выкупил крупнейшего производителя роботов роботизированной технологии Кука. Теперь это китайская компания, была германская. Китай продолжит это делать с ускоренными темпами. И, скорее всего, Китай начнет с удвоенной силой инвестировать в Германию, в инфраструктуру, в расширение порта Гамбург, в создание определенных сетей одного пояса, одного пути. И максимально разовьет там свое присутствие и использует Германию. Скорее всего, есть такая вероятность, что могут быть, если зеленые все-таки не возглавят МИД, то Германия, как и Италия, может подписать протокол о вхождении в один пояс, один путь. И начнет формироваться уже реальная
ось Пекин-Берлин. В реальности она, скорее всего, это выльется в подписании соглашения инвестиционного Евросоюза и Китая, которые не дают подписать проамериканские деятели из руководства ЕС, но при новом руководстве и при Франции, и при Италии, подобное прокитайское, скорее всего, это может быть подписано, и Германия окончательно выйдет из орбиты влияния Соединенных Штатов. Ну, собственно, с этим и связан новый альянс АОКАС и опора американцев только на англоговорящие страны. То есть их Европа фактически от них отказывается, начиная с 2020 года. Это такие уже неостановимые процессы. Ну, конкретно Гамбург ждет вливания китайских инвестиций, расширения порта, как это уже было в других, соответственно, инфраструктурных узлах Европы. И, конечно, в этом плане очень интересно, что будет делать Россия, потому что на ее глазах будет выстраиваться более тесное взаимодействие Пекина и Берлина и игнорирование Соединенных Штатов, их усиление, их координации, и в том числе в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и так далее. У России могли бы быть шансы выстроить эти отношения в партии, в первую очередь «Справедливая Россия», которая близка как раз к идеологии Шольца, КПРФ и так далее. Но я сомневаюсь, что и «Справедливая Россия» на данный момент, и КПРФ, хотя там очень сильные игроки, которые занимаются выстраиванием внешнеполитических каких-то контактов, но я сомневаюсь, что они выстраивают отношения именно на таком уровне. К сожалению, этого не хватает, в том числе и на уровне губернаторов, и на уровне глобальной повестки. Спасибо большое. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, поставьте лайки, подпишитесь, если еще не подписались, и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Спасибо.